19 июля 1989 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании United Airlines совершал плановый рейс 232 по маршруту Денвер, Чикаго, Филадельфия. На борту лайнера находились 296 человек. Рейс 232 вылетел из Денвера в 14 часов 9 минут. Лайнером управлял опытный экипаж. Командир воздушного судна Альфред Хайнес, очень опытный пилот, проработавший в авиакомпании United Airlines 33 года. Второй пилот Уильям Рекордс, пилот с опытом работы в авиакомпании 19 лет, а также бортинженер Дадли Дворак, проработавший 3 года. В 15 часов 16 минут на высоте 11 300 метров внезапно произошла поломка второго двигателя, расположенного в хвостовой части самолета. Ротор двигателя разрушился, и его осколки разлетелись на большой скорости, при этом пробив плоскости обоих горизонтальных стабилизаторов и повредив трубки высокого давления всех трех гидравлических систем. В результате была полностью потеряна гидравлическая жидкость, и экипаж потерял возможность управлять всеми рулевыми поверхностями самолета. В момент начала аварии рейс 232 находился в правом крене, который после потери управления стал увеличиваться. Командир воздушного судна, уменьшив тягу левого двигателя и увеличив тягу правого, сумел стабилизировать самолет и вывести его из крена. В тот момент двигатели, расположенные на крыльях, были единственными управляемыми элементами самолета. В 15 часов 20 минут экипаж связался со службой управления воздушным движением и сообщил об аварийной ситуации и запросил заход в ближайший аэропорт. Служба УВД дала указание садиться в аэропорту Гейтвей в Sioux-City, штат Айова. Среди пассажиров рейса 232 находился Деннис Фич, очень опытный пилот, работавший в авиакомпании United Airlines 21 год, и был пилотом-инструктором и проверяющим на самолете DC-10, и хорошо знал этот самолет. Он был не при исполнении обязанностей и занимал пассажирское место в салоне бизнес-класса. Через старшую стюардессу он предложил экипажу свою помощь. В 15 часов 29 минут командир пригласил Фитча в кабину пилотов. По просьбе командира он через иллюминаторы салона осмотрел элероны и интерцепторы на крыльях самолета и сообщил ему, что они не повреждены, но отклонены вверх и не двигаются. Несмотря на то, что командир воздушного судна не был лично знаком с Деннисом Фитчем, он доверил ему управление двигателями, единственными управляемыми частями самолета. Приняв управление двигателями, Фитч обнаружил, что они работают несогласованно. Максимальная тяга у левого двигателя была больше, чем у правого. Ситуация осложнялась тем, что поврежденное хвостовое оперение стремилось развернуть самолет вправо. У экипажа не было возможности совершать прямолинейный полет и повороты влево. Единственным возможным способом для направления самолета в аэропорт для вынужденной посадки было выполнение спирали. В 15 часов 42 минуты бортинженер вышел в пассажирский салон и осмотрел через иллюминаторы горизонтальное оперение. По возвращению он доложил, что на левой и правой плоскостях видны значительные повреждения. Совершив несколько правых виражей, экипаж сумел направить самолет в направлении аэропорта Sioux-City. После сброса авиатоплива и, соответственно, уменьшения массы самолета, экипаж полностью убавил тягу левого двигателя и дал взлетный режим правому. Это позволило совершить необходимый левый поворот, который выводил самолет на глиссаду взлетно-посадочной полосы 22. Изначально планировалось направить лайнер на взлетно-посадочную полосу 31. Она была длиннее, но у экипажа не было возможности совершить такой маневр. За 11 минут до приземления были выпущены шасси. Экипаж заметил взлетную полосу за 14 километров. Когда самолет находился на глиссаде, командир заметил, что горизонтальная и вертикальная скорости слишком велики, но возможности их уменьшить не было. Интерцепторы и закрылки не работали. Он принял решение уменьшить тягу двигателей, но самолет опасно опустил нос. Тогда Деннис Фитч, основываясь на собственном опыте, сказал, что перед самой посадкой нужно наоборот дать двигателям максимальную тягу, чтобы поднять нос и выровнять самолет.
Фич продолжал управлять работой двигателей, контролируя параметры полета по приборам второго пилота. Но перед самой посадкой он заметил, что самолет начал уклоняться вправо, а его правое крыло резко опустилось, что позже было объяснено действиями порыва ветра. В 16 часов рейс 232 коснулся взлетной полосы колесами правой стойки шасси и заскользил по взлетно-посадочной полосе. При этом правое крыло зацепило землю, правый двигатель загорелся, правое крыло полностью оторвалось, а примерно через 1 секунду полностью оторвалась хвостовая часть. После этого лайнер отбросило вправо, он сошел со взлетно-посадочной полосы, перевернулся, при этом оторвалась носовая часть, кабина пилотов и салон бизнес-класса, и самолет загорелся. Подоспевшие пожарные и спасатели сбили пламя и незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров. Несмотря на то, что наиболее сильное пламя в районе топливных баков было сбито, внутри обломков фюзеляжа продолжались локальные пожары, в дыму от которых задохнулись многие раненые и заблокированные обломками пассажиры. Ликвидация пожаров продолжалась 2 часа. В результате полученных при ударе травм и пожара погибли 111 человек. Остальные 185 человек, включая всех 3 пилотов и Денниса Фича, выжили. Расследованием причин катастрофы рейса 232 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте. Окончательный отчет расследования был опубликован 1 ноября 1990 года. Согласно отчету, причиной разрушения хвостового двигателя стала усталостная трещина в роторе, вызванная некачественным титановым сплавом, которая не была замечена в ходе технического осмотра самолета. Причиной полного отказа гидравлической системы стали неудачное расположение трубок гидравлической системы хвостовой части самолета и отсутствие в конструкции самолета самозапирающихся клапанов, предотвращающих утечку жидкости при разрушении трубопровода. После данной катастрофы стали обязательными гидрозамки в гидравлической системе, исключающие ее полный отказ. Также была изменена процедура освидетельствования двигателей самолета. Были внесены изменения в программу обучения пилотов. По сравнению с другими случаями отказа гидравлики в самолетах, которые заканчивались гибелью всех или большей части пассажиров, случай с рейсом 232 уникален большим количеством выживших. По словам командира экипажа рейса 232, тому был ряд причин. Катастрофа произошла в светлое время суток. В момент катастрофы в травматологическом и ожоговом центрах в Су-Сити была пересменка, поэтому медперсонала было вдвое больше обычного. В момент крушения в аэропорту Су-Сити дежурило авиационное подразделение Национальной гвардии США, бойцы которого быстро организовали эвакуацию раненых. Тот факт, что экипаж выжил в катастрофе, позволил на основании информации, изложенной пилотами, существенно обогатить научные знания об особенностях управления самолетом с недействующими рулями. Все члены экипажа впоследствии были отмечены наградами. Похожая история произошла 14 марта 1980 года. Авиалайнер Ил-62 авиакомпании LOT выполнял межконтинентальный рейс 007 по маршруту Нью-Йорк-Варшава. Когда во время захода на посадку экипаж доложил о проблемах с сигнализацией шасси и уходе на второй круг, а через 30 секунд вошедший в неконтролируемое снижение, лайнер рухнул на землю у Варшавской крепости в районе аэропорта Варшавы и полностью разрушился. Друзья, мы постоянно работаем над улучшением контента. Поддержите наш канал, подписавшись на него.